день удары, наши удары по Киеву, это скорее и в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. На мой взгляд, все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться. Здравствуйте, уважаемые зрители. Пропагандисты с группы Соловьева чистосердечно признаются, что удары по Киеву не несут никакого военного контекста, только запугать. Смотрим дальше, что у них получится ли. У нас горит склад Валберец. Он от нас находится недалеко. И вот смотрите. Это склад 10-й по счету, затянуто, солнце не который находится в Самаре. Мы находимся в Самаре. 11 утра или сколько сейчас? 12. Почти с космоса видно, как каждый склад Wildberries догорает на России. А это уже Владимир. 11-й склад по счету. Все радуются, кричат. На наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силой. Эта непреодолимая сила сидит в Кремле. Вот. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. В общем, те, кто хотели заработать на войне, продавая товары двойного назначения, уже ничего не заработают. Дальше больше. Движуха, вот это вот движуха. Путин, спасибо тебе большое. Владимир Владимирович, красавчик. Владимир Владимирович, красавчик. Ну разве так можно благодарить? Вот смотрите, сейчас будет парад благодарности и лизания Владимира Владимировича. Спас Россию. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку железнодорожников. Ваша поддержка – это мощнейший фактор мобилизации коллектива российских железных дорог. Вам огромное слово благодарности за ту поддержку, которую в Ленинградской области вы оказываете, и правительство. И благодарю, что нашли время встретиться накануне нашего главного праздника. Хотела бы поблагодарить вас за изданный вами указ, уважаемый Владимир Владимирович. Благодаря вот этим системным мерам вашей поддержки все строительная отрасль стала практически драйвером развития экономики. И в прошлом году мы получили ваше поручение. Спасибо большое по строительству нового автомобильного моста. Еще раз хочу сказать слова благодарности за М5 «Урал». Вы поддержали в свое время обход Октябрьского. Это было такое горло узкое. Парад благодарности никогда не заканчивается. Вот это движуха. Восток нашей. Да, подача одно, а поддержка это... Уважаемый Владимир Ильич, спасибо за этот очень важный вопрос. А это Геленджик. Представляете, лежите на пляже, и тут над вами работает ПВО и сбивает дрон. Как вы думаете, куда он прилетит? Правильно, там, где люди лежат. А? Как вы думаете, это какая-то оккупированная территория Украины, где все разбомблено, нет водопроводов? Нет. Это Тюмень. Ё-моё! Вот такая суета в Тюмени. Вот это я понимаю, движуха. Воды нет, страна в разрухе, все рушится. А он там. Если человек умирает, мне кажется, для них это радость. Знаете почему? Чтобы если человек живет один, больше никто не прописан. Для ему это на руку, чтобы, как говорится, квартиры меньше дадут. Ну, ты насымаешь мне квартиру, ни хера не дадут. Ну, ванны тут вообще не было. А куда вы ходили мыться, извините? Мы вот в Тайской с корыта алюминиевая такая была, из нержавейки. Вот мы в ней там и купали. 21 век, 100 километров от Москвы. Они моются в тазиках, как в 19 веке.
А, вот течет, смотри. Видно, горячую воду дали, и потекушки пошли. А что будет зимой? Труба. Натюшки приходит. А людей нету. Откроем. Люди не платят, а тут платишь, как дурная. Я еще вам больше скажу. Уверен, если бы у них спросили, за кого они будут голосовать на следующих выборах, а ну угадайте, за кого бы они проголосовали. Напишите в комментарии. За что плачу? Брошенные квартиры, если в них что-нибудь остается, буквально разбирают на части. Унитазы, ванны, двери, окна. Все, что имеет хоть какую-то ценность, снимают и уносят. Вот эти... Вот поэтому часть русских мужиков разобрали уже все у себя и побежали у украинского населения воровать унитазы, стиральные машинки, трубы и все остальное. Люба присмотрела себе окошко взамен ее старого и рассохшегося. Говорит, когда сын приедет, она попросит его вытащить отсюда и установить у себя, чтобы не мерзнуть зимой. Потому что никто за тебя ничего не сделает. Нам все самим. На минуточку. На производство одного орешника нужно от 2 миллионов долларов. А чтобы сохранить этот мост и обезопасить людей от этих паводков, было бы намного дешевле. Но они выбрали другой путь. Наслаждаются теперь. Гойда! Поехали. Всем привет. Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Кто не знает, это главный оппозиционер. Наверное, не так. Последний оппозиционер, который был Владимира Владимировича на последних президентских выборах. Борис Надеждин. Он провел анализ, с ним пообщались, и он понял, что проще, наверное, бороться с Россией не в России, где-то за ее пределами. Как видим, Франция. Вы пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах. Я украинцев хочу от всей души поблагодарить. Помните, это Лжепригожин, который рассказывал Владимиру Владимировичу, хочет встречу рассказать, как все сидят там его сослуживцы в Зиданах, а он пойдет на Москву, развернет все войска. Что в итоге? Купается себе на море, благодарит украинцев. А вы там сидите в Зиданах дальше. Вот это я понимаю. Движуха. Быть добро. За ВДВ, блядь! Я так скажу. Чем больше таких умных там, я понимаю, что эта цивилизация прекращает свое развитие. Свой мозг еще не освоили, уже начинают искусственный. Друзья, прошу поддержать канал подпиской, напишите комментарий, поставьте лайк. Это поможет продвинуть такие честные ролики, что происходит на России в самом деле. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.